Субтитры на русском языке доступны в настройках видео. Наведи курсор на эту иконку, нажми «Субтитры» и выбери «Русский». Это HVY Insurgent, броневик, вездеход, гроза дятлов и просто отличный автомобиль. И сегодня я расскажу про все фишки и особенности этой машины. Выхочу ее на родную стихию вне асфальта и покажу ее главное преимущество перед его более знаменитым соперником Курумой. Как и бронелансер, Инсургент по-прежнему доступен для покупки и поставляется вообще без каких-либо изменений с самого начала продаж в 2015. Сейчас я обосную, почему этот БТР обязательно стоит приобрести в числе первых покупок, если вы когда-нибудь окажетесь в штате Сан-Андреас. Начну свой рассказ об особенностях машины спереди. Самое первое, что бросается в глаза, это лебедка. Она совершенно не работает и нужна разве только для красивых фотографий, не более того. Также здесь имеются крюки для зацепа тросов, тоже для вездеходных занятий. Все это хозяйство не рабочее. По крайней мере здесь, в Сан-Андреасе, нет настолько непролазных мест, где бы потребовалось настолько продвинутое оборудование для пересечения трудной местности. Лебедка и крюки закреплены на силовом бампере, и это по-настоящему крепкая вещь, так как бампер первым сталкивается со всем, что попадается на пути автомобиля, будь то двуногие или не двуногие объекты местной фауны. Спереди, кроме бампера, легко заметна мощная защита двигателя, более чем оправданная вещь не только для вездехода, но и для машины, которая выдерживает танковый выстрел в упор в любую проекцию. Сложно сказать на глаз, какой она толщины, тем не менее вы точно останетесь на ходу, если наедете на какую-нибудь гадкую вещь вроде мины. Выше располагается защищенная решетка радиатора. Ее прорези прикрывают внутренности от внешнего мира и смотрят вниз. Хотя это плохо для бездорожья, потому что получается множество водозаборных отверстий. К этому мы еще вернемся позже. Также мы видим капот, который не открывается, выглядит тяжелым и бронированным. Таковым он и является. Было бы удивительно, если бы можно было спокойно открывать капот в автомобиле, который выдерживает минимум 6 или 7 попаданий из танковой пушки или столько же ракет. Еще здесь легко заметны крюки, в теории можно было бы натянуть веткорезы, легкий кустарный тюнинг, однако HVY посчитали это ненужным. Все равно в Сан-Андреас почти всю растительность высадили челябинцы, ее невозможно снести. Что касается оптики, ходовой свет вполне обычный, не бронирован, работают только фары. Дальний свет включается особыми панелями над лобовым стеклом. Это особенно полезно для вездеходных дел, потому что это по сути самая высокая точка машины, и дальний свет, находящийся там, даст лучший обхват для обзора при плохой видимости. Переходим далее на боковую часть. Здесь, в общем-то, все вполне обычно. Присутствуют рабочие поручни для одного дополнительного бойца, который держится за ручки и едет снаружи, ничем не прикрытый, доступный для всех пуль вокруг. Тем не менее, если стоит задача доставить увеличенное число личного состава, то HVY предлагают это. Странно, что нельзя рассадить их сзади, в багажном отделении. И здесь мы переходим к задней части машины. Они тоже выполнили крюки для вездеходных задач, и они тоже не работают. Присутствуют также и горизонтальные прорези под окнами багажного отделения. Поскольку внутрь попасть нельзя, просто сломаем одно стекло, чтобы убедиться в их бутафорности. Как видно, внутри этих отверстий нет. Можно было бы решить, что это бойницы для ведения огня изнутри, но это не так. Также есть грузовая дверь, которая также не работает. Попасть внутрь багажника невозможно, хотя там можно было бы разместить еще 4 бойцов, доведя общее число перевозимых пассажиров вместе с водителем до 13. Да, именно 13, потому что сейчас броневик вмещает только 6. Представьте, если бы можно было вместить 4 пассажиров и водителя внутри, то есть 3 на заднем диване. Ведь есть возможность усадить 3-го посередине, еще по одному сбоку, доведя число боковых бойцов до 4. Представьте еще и гипотетических 4 в багажнике. Таким образом, можно было бы вместить немногим меньше половины сервера в одну машину. Вся сессия на 3 инсургентах. Было бы неплохо, но они этого не сделали. Сзади также есть похожая защита снизу, как под капотом. Деталь такая же, как поддон под двигателем. Так что, если бы сзади можно было бы ездить, вы были бы чуть спокойнее, перед посадкой каждый раз наблюдая эту дополнительную пластину. Задняя оптика вполне обычная, без каких-то изысков, сразу под ней такой же силовой бампер, как и впереди. Они оба намертво прикреплены к корпусу, составляя по сути с ним одно целое. В целом, внешние особенности мы рассмотрели, остался только люк на крыше, который тоже не работает. Не знаю почему, может быть это особенность технологии производства. Общий вид крыши, как у варианта инсургента с пулеметом, где на этом месте находится пулемет. Однако все равно непонятно, отчего они все еще не сделали никакой тюнинг по открытию этой верхней заглушки. Хотя бы для того, чтобы у одного заднего пассажира появилась возможность вылезти со своим оружием и решать задачи на все 360 градусов из своих двуручных видов стволов, повышая таким образом ограниченную боевую мощь бронетранспортера без встроенной турели.
Что касается колес, здесь они не родные. Владелец говорит, что их можно вернуть обратно в любом филиале West Coast Customs, обратившись к экзибиту. Это касается, кстати, любой модификации, которая возможна у всякого транспорта, что можно как-то изменить в WCC. Далее мы перемещаемся в отделение управления, а именно к водительской двери. Ничего особенного или хотя бы просто функционального сказать тут в общем-то не о чем. Обыкновенная текстурная мазня. И также плохо выполнены остальные 3 двери. Отчасти это можно объяснить тем, что вам будет не до хранения каких-то мелочей в боковых карманах или чего-то такого, когда вам понадобится такой автомобиль. И эта халтура здесь много где. Педали — это просто сенсорные поверхности, их не нужно давить, достаточно просто прикасаться. При этом здесь коробка-автомат. Так что педаль сцепления смотрится нелепо и не кстати. Передняя панель функциональна лишь по минимуму, работает только она, и на этом все. Есть указатель заряда аккумулятора, уровня масла, еще какой-то прибор, а также еще целый ряд непонятных вещей, похожих на старые аналоговые вещи из 70-х, какие были во всякой технике вроде самолетов, серверных и всего такого. В всем этом фоне несколько удивительно, что фирма-разработчик выполнила бронированный козырек лобового стекла для рации, она находится на видном и вполне очевидном месте. Несмотря на то, что она вообще не работает, HVY посчитали, что такой важный прибор нужно защитить куском металла, который как бы нависает на лобовое стекло из крыши сверху вниз, защищая рацию спереди. Видимо, внизу, где внешней угрозе нужно было бы преодолеть еще и броню, места для рации среди всех этих вещей не нашлось, поэтому она здесь, в потолке. Кресла водителя и пассажира обычные, без каких-либо настроек, места для ног вполне достаточно, весь салон машины вполне высокий и просторный, не излишне огромный. Минимально удобный, чтобы выполнить задачу так, что вы едва ли когда-нибудь увидите такой броневик на дальних переездах, потому что без каких-либо настроек руля и сиденья далеко не факт, что вам будет удобно водить такой АТС. Рычаг переключения здесь такой же бесполезный, как и педаль сцепления, и сделан просто для вида. Тоннель за бутафорским рычагом никак не открывается и просто занимает место. Предполагаю, что там спрятано автоматическое КПП, нарочно выведенное подальше от внешнего мира, в бронированное пространство литого корпуса. Так что, ребята, вы не увидите климат-контроля или подстаканников или холодильника для пары бутылочек писвассер. Мы закончили с отделением управления, я скажу пару слов об отделении перевозки. Здесь также толком ничего функционального, просто диван, без подголовников, задняя стенка сплошная, место для ног также прилично. Окна, как и спереди, небольшие и не маленькие. Кстати о них, вы можете убрать их, высунув палец в окно, таким образом. Стекло просто исчезает со скоростью света, и теперь вы открыты ко всем воздействиям. Также вы можете разбить стекло локтем, если вы не воспитаны. Стекло не получится вернуть обратно, если вы его как бы выключили, то поднять назад не сможете. Этому обучен только механик владельца. Именно он, в числе прочего, дерет с владельца по паре тысяч в сутки и привозит ваш броневик за 700 метров от вас. Или вообще не привозит, если вы находитесь в 25 метрах от дороги. Иными словами, вы можете разбить стекло, которое выдерживает 15 выстрелов в упор из любого калибра обычным патроном. Оно и понятно, это военная машина, несмотря на то, что ее не приняли на вооружение ни в одной армии мира, ее любят различные ЧВК и просто наемники разных мастей, особенно начинающие. Подытожим раздел внешнего вида общим планом. Это рубленый внешний вид, минимально функциональный и заточенный под выполнение задач во враждебных условиях. Вы точно не спутаете этот БТР ни с чем другим, однако в целом здесь нет чего-то безумного, цепляющего или яркого. Броневик как броневик. Давайте выкатим его на бездорожье и проверим, каков он в деле. Здесь стоит постоянный полный привод, нет совершенно никаких блокировок или хотя бы простой раздаточной коробки. Ничего такого, что есть у любого уважаемого внедорожника, от какого-нибудь Nissan или АвтоВАЗ или Land Rover, ну вы поняли. Просто сенсорная педаль, которую вы даже не касаетесь, руль и фары, не просто ничего лишнего, а до безумия мало очевидных вещей. Тем не менее, чувствуется тяговитый двигатель. HVY держит исходные данные своего броневика в полной тайне. Все известные конечные показатели динамики владельцы снимают уже сами, и у всех людей эти значения совершенно одинаковы. Это пятиступенчатый автомат, заметен тяжелый разгон из-за веса брони. Тем не менее, вы можете рассчитывать на хорошую проходимость, не близкую к предельной, но весьма добросовестную. Большой вес настолько же и полезен, как и вреден. Он давит на колеса, создавая хорошее сцепление с поверхностью плохих несущих свойств. Я сказал, что радиатор выполнен как большой водозаборник, не внушающий доверия водителю перед преодолением воды. Тем не менее, машина устроена так, что вы можете спокойно преодолевать довольно глубокие водные преграды, особенно если возьмете предварительный разгон.
Видимо, есть какая-то система откачки воды изнутри, о которой мы не узнаем, потому что, повторюсь, открыть капот без нанесения ущерба машине невозможно, а сам разработчик никак не раскрывает почти все свои технические характеристики. Что касается руления, оно простое, вполне понятно, отзывчивая подвеска на удивление хорошо справляется с огромным весом броневика. Это не NSX, тем не менее для вождения достаточно просто сесть и поехать. Рулиться примерно как любая Corolla или Golf у ближайшего светофора. Есть некоторые неизбежные вещи, вроде постоянных отскоков амортизаторов. Надо понимать, что пружинная подвеска несколько слабовата для автомобиля, который позволяет вам пережить несколько попаданий с советского РПГ или похожих неприятностей. Сами отбои довольно четко обозначаются, вы каждый раз чувствуете, что это был предел для подвески, и все же им удалось найти некую черту, где машина достаточно мягкая для частого использования и достаточно жесткая. Иными словами, трудно представить что-то менее неприятное, что можно сделать настолько бронированное, проходимое на неторсионной подвеске. Ладно, думаю, что можно покинуть бездорожье и посмотреть, как он поведет себя на асфальте. Попробуем разогнать ее до предельной скорости. Она здесь меньше, чем у Курумы, что очевидно, но не критично. Вы по-прежнему можете спокойно достичь скорости 80-90 миль. На прямой я достиг где-то 100 миль, о чем мне говорит не только цифровая приборная панель, которая, между прочим, вполне легко читается, но и маленький дополнительный указатель слева. Странное расположение, потому что я смотрю прямо, а не налево. Тем не менее, прибор там есть и бывает так, что он все-таки ближе к глазу, чем приборная панель за рулем. Тормоза более чем хорошие, даже замечательные. Можете посмотреть, какой тормозной путь оставил со 100 до 0 от этого знака на шоссе Great Ocean. Это похвально, особенно вспоминая, какой у броневика вес. Здесь дисковые вентилируемые тормоза по кругу. Немного удивительно видеть здесь гоночное решение. Здесь, в военном ТС. Однако это работает, и работает довольно хорошо. Руление в потоке вполне понятное, не без тугости и валкости, тем не менее оно такое же упругое, как и на бездорожье. Ведь сцепление благодаря весу здесь хорошее, а на асфальте это скорее лучше, чем хуже. Как мне кажется, потому что вы можете позволить себе динамичное поведение, особенно если вокруг вас накаляется обстановка, и вам нужно поскорее свалить из этого места. Поэтому в целом мне остается только похвалить HVY за такую тонкую настройку поведения машины во всех условиях. Ладно, мы подобрались к главной, краеугольной особенности инсургента, а именно пулестойкости. Вы не получите такую же безнаказанность, как в Куруме, однако HVY предлагает нечто другое. Вы полностью защищены сзади, совершенно. Можно позволить себе контратаку при помощи задней части, если обстановка хуже некуда. Вы все еще можете вести огонь назад, оставаясь в полной неуязвимости от огня сзади. Задняя мертвая зона для враждебных сил – это где-то градусов 15, может 20. Это немного для вас, однако без незаконного ПО стрелковым оружием тех, кто находится внутри, уже не достать. И в этом заключается главная визитная особенность инсургента. Он заточен под перевозку, эвакуацию, если надо, пассажиров с некоторым запасом прочности. Не огромным по сегодняшним меркам, изрядно ограниченным, однако в умелых руках по-прежнему достаточно эффективным, чтобы вывести тех, кто внутри, до безопасного места. Это и есть главная отличительная особенность данного БТР. Вместо кругового обстрела обычным вооружением, как на Куруме, он оставляет вас уязвимым спереди и сбоку, однако возмещает это сразу несколькими вещами, которых не может дать Курума. И все это за без малого 800 тысяч баксов. Это заметно дороже, чем та же Курума, тем не менее я все равно советую как можно раньше купить инсургент, если вы вдруг когда-нибудь окажетесь в жестоком и опасном Сан-Андреасе. HVY не предлагает обновленный тюнинг в виде установки генератора помех или удаленного управления, хотя это не помешало бы. Я хочу сказать, броневик не идеальный, он просто заслуживает покупки. Не панацея от всех бед, достаточно устаревший, но не бесполезный. Несмотря на все недостатки, на выходе мы имеем все еще достаточно крепкий и хороший бронетранспортер. Сегодня, спустя 8 лет, он неплохо справляется с любой задачей, по-настоящему многоцелевой и неприхотливый аргумент для всякого случая. В этой таблице будут краткие итоги обзора транспортных средств, левее будут разные показатели. Если показатель ярко выражен, то будет стоять единица, если есть недоработки, то 5 десятых. При каких-то явных недостатках, особенно сильно что-то портящих, в таблице может появиться и отрицательный показатель. Справа будет итоговое числовое выражение всего описания. Чем оно выше, тем лучше. Рядом будет устный вердикт касательно данной техники. В общем, внешний вид ни с чем не спутаешь, это инсургент, ни больше, ни меньше. Ускоряется, рулится вполне обычно, тоже 5 десятых.
Вы также будете уместно смотреться на разных вездеходных и военных сходках, но не будете сильно выделяться. Дали 1 балл за то, что можно взять с собой еще двоих на внешних поручнях. После идут рабочие показатели. Здесь есть достаточно возможностей, но не помешали бы более современные фишки, вроде дегенератора помех, например. Еще полбалла за удобство. Иногда большой размер может стеснять движение, особенно в тесных улицах. Добросовестность проработки оставляет желать лучшего. Здесь есть необходимый минимум, но дворники, поворотники, блокировки колес и все такое не работает, так что тут только 0,5. По одному честному баллу за приемлемую бронезащиту, особенно от ботов, а также цена около 700 тысяч за такое — это по сути халява. Общий числовой эквивалент получился равным 6,5 баллам, что, на мой взгляд, позволяет уверенно советовать HVY Insurgent 2015 года к числу важнейших покупок, если вы, конечно же, когда-нибудь окажетесь в Лос-Сантосе. А на этом у меня пока что все. Помните, что быстрее выхватить пистолет, чем перезарядить винтовку. Спасибо за просмотр, всем счастливо, я пошел. Монтаж, озвучка и перевод выполнено каналом Кокос.